Наши смартфоны — идеальный инструмент для слежки. От заката до рассвета они с нами. Они знают все наши передвижения, общение, пищение, головокружение. Большинству на это на самом деле наплевать. Хотите следить, как я хожу в туалет? Пожалуйста. Но людей на планете много, и не каждый занимается легальной деятельностью. Преступники в правительстве, мошенники, киллеры, наркоторговцы, исполнители песен про незабудку и просто люди, поехавшие на своей анонимности, крайне нуждаются в защите своих данных. Обычно бандиты, занимающиеся нелегальным бизнесом, используют одноразовые смартфоны. И нет, это не специальные аппараты, взрывающиеся после первого звонка. Это лишь термин, обозначающий, что условный барыга купил условную кнопочную Nokia с симкой без привязки к конкретному абоненту, совершил с такого телефона 2-3 звонка и утилизировал телефон. Таким образом, полиции никогда не хватит времени, чтобы взломать такое устройство или, изъяв его, собрать достаточно информации о незаконных действиях пользователя. Это анонимно, но неудобно, потому что нужно каждый раз покупать новый телефон с номером. Если твои сообщники тоже используют одноразовые телефоны, вам надо как-то обмениваться контактами, плюс не каждый барыга соблюдает правила и может подолгу использовать одноразовый телефон, что повышает риск быть пойманным. Все это замедляет, так сказать, бизнес-процессы. К тому же у одноразовых телефонов есть серьезные проблемы с кибербезопасностью. Как правило, это дешевые телефоны, абсолютно примитивные с точки зрения взлома. Спецслужбам легко получить к ним доступ и вычислить владельца. Поэтому подавляющее большинство профессиональных преступников, особенно тех, кто участвует в высших эшелонах организованной преступности, отказались от идеи одноразовых звонилок. Вместо этого они стали пользоваться смартфонами на Android или iOS. Смартфоны намного сложнее структурно, они более безопасны, ведь можно поставить разблокировку по Face ID, пин-коду или графическому ключу. Глобальные компании вроде Apple и Google гарантируют своим клиентам конфиденциальность. Пока преступник отказывается разблокировать свой смартфон, его устройство в безопасности от правоохранительных органов. В теории. На практике вам просто разобьют. Спецслужбы всего мира имеют практически неограниченные полномочия. К тому же законодательно во многих странах можно прочитать переписки и отследить звонки, если госструктура сделала соответствующий запрос соцсети или мессенджеру, либо оператору связи. Безопасность любой системы всегда настолько хороша, насколько хорош уровень безопасности самого слабого ее звена. Если у отправителя сообщения стоит самая навороченная защита, а у получателя ее вовсе нет, то ни о какой конфиденциальности не может быть и речи. Полиция получит доступ к незащищенному телефону и увидит доказательства поставки наркотиков или дачи взятки. Преступный мир всегда ищет альтернативу, а спецслужбы — способы взлома этих альтернатив. Сегодня вы узнаете о смартфоне EncroChat, самом знаковом девайсе последних лет в противостоянии преступников и полиции. Это был самый защищенный, продуманный и безопасный инструмент в руках организованной преступности Европы и ряда других стран. С его помощью заключались многомиллионные сделки по продаже оружия, покупались политические решения, продавались поддельные паспорта, люди, наркотики и совершались заказные убийства. Зашифрованные телефоны организованной преступностью используются давно. В начале 2010-х телефоны BlackBerry начали внедрять на своих устройствах протокол Pretty Good Privacy или PGP. PGP разработали для защиты переписки, защиты аккаунтов. Это криптографическая конфиденциальность передачи данных. Устройства, использующие PGP, стали панацеей от полицейского преследования в мире организованной преступности, а за рубежом принесли дурную славу BlackBerry. Началась гонка вооружений между спецслужбами и организованными преступными группами. Каждый раз, когда полиция находила способ проникнуть в систему, используемую преступным сообществом, жулики придумывали новые ходы, находили новые лазейки. Так, с 2015 года в сети на профильных форумах, посвященных преступности, начинает появляться реклама первых зашифрованных смартфонов. Они предлагают владельцам полную анонимность, защиту от слежки и прослушивания. А в 2016-м появляется бренд EncroChat. Это и оператор связи, и мессенджер, и производитель телефонов. Их смартфон предлагал наивысшую степень защиты и шифрования данных армейских стандартов, имея уникальный проприетарный протокол шифрования данных. Его создатели им козыряли и открыто смеялись над PGP. Encro позволял отправлять зашифрованные сообщения через сервис EncroChat, электронный эквивалент обычного разговора двух людей в пустой комнате. Через время сообщения могли стираться и у отправителя, и у получателя. Помимо чата можно было совершать зашифрованные звонки EncroTalk и писать зашифрованные заметки EncroNotes.
Чтобы лучше понять, насколько круто был защищен смартфон, стоит сделать небольшую ремарку. Когда вы отправляете сообщение своему другу, оно разбивается на пакеты данных, затем ваше устройство высчитывает, как лучше отправить сообщение, чтобы оно быстрее дошло. Этот процесс называется маршрутизация. Чтобы лучше понять, что это такое, давайте представим, что вы хотите пойти в гости к своему другу, который живет в соседнем квартале. Конечно, вы не будете идти к нему через Австралию, Африку, а просто пройдете через дворы, верно? Строя свой путь, вы как бы совершаете в голове процесс маршрутизации, то есть как быстрее пройти из точки А в точку Б. Точно так же и ваше устройство высчитывает, по каким проводам лучше пустить сигнал, чтобы он быстрее дошел до адресата. Прикол в том, что смартфон EncroChat работал на двух операционных системах: обычном Android и его кастомной сборке под названием EncroOS. Между операционками можно было переключаться, чтобы не вызывать никаких подозрений, в случае чего у тебя обычный Android-смартфон. EncroOS не просто шифровала все данные на устройстве криптографическим методом, но и маршрутизировала все передаваемые данные со смартфона через центральный сервер, расположенный во Франции. То есть все вызовы и сообщения были обеспечены сквозным шифрованием. Запомните этот момент, в дальнейшем он сыграет ключевую роль. Кроме того, можно было в любой момент мгновенно уничтожить всю информацию с телефона. Для этого достаточно было ввести определенный пин-код, отправить на телефон специальное сообщение или зажать на корпусе паническую кнопку. EncroChat гарантировал абсолютную анонимность, он не имел привязки устройства или сим-карты к личности клиента, физически отсутствовали GPS-модули, USB-порт служил только для зарядки, а не для передачи данных на ПК. На некоторых моделях не было микрофона и камеры. EncroChat было непросто купить. На сайте компании можно было лишь оставить заявку, после чего на почту приходили инструкции по оплате и условиям доставки, но в основном он распространялся через личные знакомства. Компания просуществовала довольно долго и сумела собрать клиентскую базу более чем из 60 тысяч устройств. Да, по меркам рынка смартфонов 60 тысяч проданных трубок за 4 года — это комару на нос намазать и то не хватит, но учитывая специфику клиентуры, это был фурор. Сами телефоны с двойной операционной системой продавались по $1200. Однако аппарат был бесполезен без сервисов. Те самые анонимные чаты, зашифрованные звонки и прочее продавались отдельно по подписке и стоили $1800 за полгода. Всем пользователям прилетали даже апдейты прошивки с патчами безопасности и хотфиксами даже после 3-4 лет с момента покупки гаджета. Samsung скажет, что это Photoshop. На этом моменте у вас, скорее всего, возникает логичный вопрос: кто производил аппаратную часть? Небось, по классике, заказали в Китае производство партии смартфонов, налепили свой логотип и давай дурить народ, накидывая 3 цены и отказываясь от гарантийных обязательств. EncroChat брали уже готовые смартфоны, присутствовавшие на рынке. Это была не одна конкретная модель, выпущенная брендом, а разные смартфоны от разных производителей. Самая распространенная модель — EncroChat X2. Это модифицированный испанский BQ Aquaris X2 2018 года выпуска. В некоторых случаях даже логотипы на бандитских смартфонах оставались от оригинального производителя. Компания EncroChat использовала чужие смартфоны как базовый блок, устанавливала свое ПО и даже физически удаляла с телефона GPS, модули камер и микрофоны. Такое поведение на рынке походило больше на теневую структуру, чем на легальную организацию. Сами создатели бренда публично себя не афишировали, скрывали доходы и имущество. Где-то даже всплывали результаты журналистских расследований, в которых доказывалась связь EncroChat с крупными ОПГ. Якобы сама идея создания такого смартфона и всей инфраструктуры вокруг него исходила от крупных наркокартелей и ими же спонсировалась. И это вполне могло бы быть правдой. К примеру, мексиканские картели, помимо собственных армий, имеют собственные вышки сотовой связи и дата-центры, управляемые проприетарными операционными системами. Мы законная голландская фирма с клиентами в 140 странах, с официальными реселлерами в Амстердаме, Роттердаме, Мадриде и Дубае. Мы поставили перед собой цель найти лучшую технологию на рынке, чтобы предоставить надежные и безопасные услуги для любого желающего защитить свою информацию, говорилось в заявлениях компании. По нашим оценкам, более 90% французских клиентов компании занимаются преступной деятельностью, заявляли в ответ французские власти. К 2017 году спецслужбы Европы расценивали любого владельца Encro как представителя ОПГ. Британские гангстеры убивают лидера конкурирующей группировки и скидывают своему боссу доказательства через EncroChat. Киллер использовал автомат, погиб бизнесмен, убийца получил заказ через EncroChat. Жестокие наркобанды по всей стране координируют передачу и производство веществ, используя смартфоны EncroChat. EncroChat стал отраслевым стандартом. Отследить их было невозможно. Представители спецслужб в лице французской и голландской полиции, а также Европола сравнивали взлом EncroChat со взломом Энигмы, известной нацистской криптомашины времен Второй мировой войны.
Произвести удаленный взлом смартфона было невозможно. Даже если это и удалось бы, то на дешифровку данных с клиентских устройств понадобилось бы несколько сотен лет. Однако в мае 2020-го некоторые пользователи EncroChat заметили проблему. Хваленая функция очистки всех данных перестала работать. В EncroChat посчитали, что пользователь забыл свой пин-код сброса, либо просто неправильно настроил функцию очистки памяти. Не о чем беспокоиться, пользователи часто ошибаются. Но через месяц проблема повторилась. Уже с другим смартфоном модели X2, у которого была проблема с кнопкой паники. Это явно не было ошибкой пользователя. Сотрудники EncroChat обнаружили на устройстве вредоносное ПО. Телефон был взломан. Компании, продающие зашифрованные смартфоны, и раньше сталкивались с уязвимостями. В 2017-м в сеть слили личные данные пользователей Cypher, другой фирмы в этой области. В ее слитой базе были адреса электронной почты и имей-коды. Однако случай с EncroChat был другим. Это был вредонос на самом смартфоне, считывающий сообщения, написанные и хранящиеся на устройстве, прежде чем они были зашифрованы и отправлены через интернет. Для компании это стало пердечным приступом. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Команда EncroChat в спешке начинает расследование. Выясняется, что вредоносная программа была создана специально для модели X2. Она не только блокировала возможность полной очистки девайса, но и маскировалась от обнаружения. Записывала пароли блокировки экрана и клонировала данные приложений. Понимая, что это была целевая атака, в течение следующих 2 дней разработчики выпустили обновление прошивки, чтобы восстановить анонимность и собрать информацию о вредоносе со всех устройств по всему миру. Но почти сразу же после патча неизвестные нанесли еще один удар. На этот раз сильнее. Вредоносная программа теперь могла изменять пароль экрана блокировки, а не просто записывать его. Хакерская атака не остановилась. Она возросла. Компания перешла в аварийный режим работы, разослав всем пользователям сообщение о том, что идет хакерская атака. Затем они отключили работу всех сим-карт на всех устройствах, чтобы заблокировать подключение к вредоносным серверам. EncroChat использовали симки KPN, это голландский оператор связи. Было подозрение, что именно KPN стал источником заражения. Якобы они отключили бренд-малвер, и благодаря этому хакеры проникли на устройство пользователей. EncroChat оказался в ловушке. Без симок смартфон не могут поддерживать связь, но если включить службу SIM, то хакеры снова смогут обмениваться данными с телефонами. Компания поняла, что атака исходит не от конкурентов, пытающихся испортить их инфраструктуру, а от правительства. Из-за уровня сложности атаки и вредоносного кода мы больше не можем гарантировать вашу безопасность. Советуем немедленно выключить питание и физически утилизировать ваше устройство. Испугались? Но было уже слишком поздно. У властей было все. Изображение огромных груд наркотиков класса А, лежащих на весах, сообщения о планируемых крупных сделках, фотографии членов семей предполагаемых преступников. Пока EncroChat не заметил взлом, спецслужбы с апреля 2020 года слушали любые переговоры и читали сообщения. В одном из сообщений, перехваченном следователями, по иронии судьбы, один член банды сообщает другому, что iPhone не защищает от полицейского вмешательства. В течение следующих нескольких дней, сложив все пазлы воедино, спецслужбы захватили рекордные партии наркотиков и оружия, совершили массовые рейды. Произошло более 800 арестов только в Евросоюзе. Общей нитью для всех был EncroChat. Как был произведен взлом? Скорее всего, спецслужбы получили физический доступ к тому самому серверу Encro во Франции, помните, о котором я говорил в начале видео? Возможно, убедили одного из сотрудников пронести флешку с малварой. Как описывают сами полицейские, это было специальное хардверное устройство, которое и закинуло вирус на серваки. Сами Encro считают, что взлом произошел по вине оператора сим-карт. Мол, они специально отключили бренд-малвер для того, чтобы хакеры получили доступ к устройствам юзеров. Всех подробностей спецоперации мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Я бы хотел закончить эту историю на позитивной ноте. Сказать, что благодаря спецоперации были пойманы все преступники, компания EncroChat закрылась, навсегда дискредитировав свое имя, ведь многочисленные статьи на эту тему так и говорят, что да, компания закрыта, даже статья на Википедии есть. Но на самом деле это не так. Сайт их переехал на другой домен и работает в прежнем режиме. Их смартфоны все еще трудно купить, но при большом желании и наличии связей можно. Одно дело, если информация, полученная во время хакерского взлома, привела полицию к обнаружению большого
большого количества наркотиков, денег или огнестрельного оружия, но найдутся и те, у кого ничего не нашли. Эти люди связаны с преступлениями только тем, что использовали тот же смартфон. Сам факт владения подобным девайсом не является преступлением, да и доказать в суде, что конкретный смартфон принадлежал конкретному владельцу, довольно заковыристое мероприятие. К тому же, если докажут, что взлом был незаконным, то все обвинения могут автоматически снять. Часть задержанных будет отпущена за неимением достаточного количества доказательств. Энкор потеряла много клиентов, но их долю рынка разделили другие компании, продающие зашифрованные смартфоны. Большая часть юзеров просто перешла на смартфоны Амерта. Я это к чему все? Абсолютной анонимности не бывает. Если ты занимаешься незаконными вещами, то тебя поймают, и рассчитывать на технологии тут не стоит. Если у тебя нет собственной сети вышек, как у мексиканских картелей, то спецслужбы найдут способ тебя вычислить. Даже если изобретут самый зашифрованный в мире смартфон с самыми надежными системами защиты данных, на вооружении спецслужб всегда остается ректально-термический способ получения данных, который в разы надежнее и быстрее.